Ломбард Стимло Холлар, изобретенный Элвином Орландо Ломбардом в 1901 году, представляет собой паровой лесовоз на гусеничном ходу. Всего таких машин было построено 83. Они могли транспортировать от 8 до 12 саней за раз и развивать скорость до 8 км в час. Стимло Холлар не только освободил лошадей от тяжелой работы в лесу, но и стал первым успешным коммерческим применением гусеничного движителя в истории. Друзья, всем привет! Сегодня знакомимся с паровым гусеничным тягачом Lombard Stимло Холлар. История создания тягача берет свое начало в 1899 году. США, штат Мэн, поезд из Фэрфилда в Оутервилл. В нем ехали инженер и изобретатель Ломбард и его друг лесопромышленник Лоуренс. В беседе между делом Лоуренс пожаловался на высокую стоимость и жестокость использования для вывоза заготовленного леса лошадей и спросил Ломбарда, можно ли использовать для этого какую-то машину. К этому моменту Элвин Ломбард уже имел опыт постройки паровых машин. Он ответил, что что-нибудь придумает. Уже через 2 дня Ломбард показал Лоуренсу деревянную модель своей новой машины – паровой тягач для леса. Концепция гусеничного движителя к этому времени была уже известна. Первый прототип создал англо-ирландский изобретатель, инженер, писатель и политик Ричард Лоуэлл Эджворт. В 1787 году его устройство перемещалось по ряду соединенных между собой дощечек, которые по мере движения переносились вперед. Первую самоходную паровую машину на гусеницах представил в 1832 году британский промышленник, изобретатель и политик Джон Хиткот. В источниках его машина описывается как паровой плуг, и что ездить эта машина могла только прямо. Проблему поворота гусеничных машин решил в 1890-х годах русский изобретатель и механик-самоучка Федор Абрамович Блинов, установивший на каждую гусеницу отдельный паровой двигатель. Но ни одна из этих машин дальнейшего развития не получила. Первый полноразмерный образец своего гусеничного тягача Ломбард и Лоуренс построили на заводе Waterville Iron Works. 21 мая 1901 года им был выдан патент США номер 674-737. Паровой лесовозный тягач Ломбард представлял собой машину весом около 20 тонн. Длина машины составляла более 9 метров, ширина 2,5, высота около 2,7, дорожный просвет 300 мм, максимальная скорость движения до 8 км в час. Силовая установка состояла из двухцилиндрового горизонтального парового двигателя двойного действия с диаметром цилиндра 229 мм и ходом поршня 254 и классического горизонтального жаротрубного парового котла. Двигатель развивал мощность до 90 лошадиных сил при давлении пара 12 бар. Максимальная частота вращения 250 оборотов в минуту. Крутящий момент на валу двигателя 2500 ньютон-метров. Водяной бак вмещал 1600 литров. Этого объема хватало на рейс длиной 10-15 километров. Бункер тягача вмещал в себя 1,5 тонны угля или чуть больше 3 кубометров дров. При интенсивной эксплуатации расход угля составлял около 100-150 кг в час. Дрова использовали только на легких работах. Гусеничный движитель Lombard Stимло Холлар состоял из 2 гусениц с расстояниями между осями ведущего и натяжного колес примерно 2 метра. Каждая гусеница состояла из 29 траков и имела площадь опоры чуть больше 1 квадратного метра. Опорных катков не было. Вместо них использовалась роликовая цепь и специальная опорная поверхность, которой через ролики тягач опирался на гусеницу. Такая конструкция обеспечивала надежное сцепление с грунтом и позволяла машине уверенно передвигаться по мягкой и пересеченной местности. Расстояние от центра ведущих гусениц до центра рулевых лыж составляло 4,8 метра. Кабина имела ширину 2 метра, длину около 1,5 метров и высоту 2,2 метра. Каждый лесовозный состав управлялся командой из 4 человек. Рулевого спереди машины, машиниста и кочегара в кабине, а также сигнальщика, который ехал на санях с бревнами и подавал сигналы. Перемещался лесовоз по специальным ледовым дорогам. Эти дороги готовили еще до наступления зимы. Убирали пни, камни, выравнивали рельеф, засыпали низины. Делали максимально ровную трассу. После выпадения снега, чтобы создать плотную снежную подушку, дорогу утрамбовывали.
Для уменьшения сопротивления движению саней дорогу регулярно обливали водой, чтобы образовался толстый слой льда. Для этого использовали специальные поливочные сани с бочками и шлангами. После снегопадов дорогу чистили с помощью лошадей, а иногда и самим тягачом. За состоянием трассы постоянно следили патрульные рабочие, которые устраняли дефекты и подсыпали на опасных участках солому или сено. Для связи с диспетчером вдоль дороги устанавливались телефонные точки и прокладывалась телефонная линия. Первые лесовозные тягачи тянули до 3 саней. На одни сани приходилось примерно 10-15 кубометров древесины. Со временем количество саней увеличилось до 8. В итоге, в зависимости от условий, каждый состав мог перевозить от 80 до 120 кубометров круглого леса. Рекордная зафиксированная длина состава – 24 сани с общей длиной около 500 метров. Наибольшую опасность представляли спуски. Несмотря на попытки увеличить трение за счет разбросанного сена или соломы, складывающиеся составы не были редкостью. Голодные олени съедали разбросанное сено еще до прибытия тягача. Тем не менее, Lombard Steam Hauler показал свою эффективность, значительно ускорив вывоз леса и позволив работать в условиях, где ранее использование лошадей было практически невозможным. Одной из крупнейших лесозаготовительных компаний, использовавших лесовозные тягачи Lombard, была Berlin Mills Company. Первую машину она приобрела в 1904 году. Позже для ротации было приобретено еще 2 тягача. Компания подсчитала, что ее лесовозные тягачи заменяли до 60 лошадей. Руководство Sturgeon Lake Lumber Company также было довольно производительностью машины. В отчете 1909 года оно писало: «Этой зимой наша машина работала непрерывно, весь день, а иногда и всю ночь, при температурах от минус 34 до минус 48 градусов по Цельсию. В настоящее время мы перевозим по 180 кубометров зеленого необработанного пиломатериала за один раз. В день тягач проходит около 100 километров». С 1901 по 1917 годы на своем заводе в Оутервилле Элвин Ломбард построил 83 паровых лесовозных тягача. Большинство из них использовались в штатах Мэн и Нью-Хэмпшир. Несколько машин были отправлены в западные штаты и Канаду. Лицензию на использование гусеничного движителя Lombard продал компании Phoenix, которая наладила выпуск аналогичных лесовозов, и компании Holt, построившей на основе полученных технологий свой первый гусеничный трактор. Phoenix Manufacturing Company из Eau-Claire, Висконсин, начали производство своих машин примерно в 1904 году. Phoenix платила Ломбарду роялти в размере $1000 за каждую машину. Тягачи компании Phoenix назывались Phoenix Centipede. Всего было произведено около 200 таких машин. В одном источнике указывается, что в начале 1900-х годов 6 из них было отправлено в Россию. Если кому-то известна их судьба, пишите в комментариях. В настоящий момент известно лишь о нескольких выживших тягачах Phoenix Centipede. 2 в Висконсине, 1 в Айове, 1 на Аляске и 2 в Финляндии. Бенджамин Холт, основатель Holt Manufacturing Company, права на использование патента Ломбарда приобрел в 1903 году. 24 ноября 1904 года в Калифорнии состоялся первый успешный испытательный заезд его гусеничного трактора. Свой патент на усовершенствованный гусеничный движитель он получил в декабре 1907 года. После успеха паровых лесовозных тягачей Элвин Ломбард продолжил совершенствовать свою технику и адаптироваться к новым требованиям времени. Уже в 1914 году он начал выпускать лесовозные тягачи с бензиновыми двигателями, которые получили название Lombard Gasoline Log Hauler. Эти машины были более удобны в эксплуатации, потому что не требовали постоянного пополнения запасов воды, но могли тянуть максимум 5 саней. В 1916-1917 годах появилась более мощная модель Lombard Big Six с 6-цилиндровым бензиновым мотором. Параллельно разрабатывались и другие машины. Бензиновый трактор Lombard Model F и Lombard Model N Auto Type Tractor, которые использовались не только для лесозаготовок, но и для перевозки тяжелых грузов по дорогам. Позже, в 1926-29 годах, компания представила облегченные модели для строительных и коммунальных нужд Lombard Contractor Special и Lombard Model T. В 1934 году Lombard построил свой единственный экземпляр лесовозного тягача с дизельным двигателем Fairbanks Morse Lombard Model LD.
Это была попытка сделать технику еще более экономичной и мощной, однако к тому времени рынок уже был занят более современными тракторами и бульдозерами, и эта модель развития не получила. В инженерном плане Ломбард постоянно искал новые решения. Он экспериментировал с различными типами опор гусеничного двигателя, в том числе пытался заменить роликовые цепи на систему с опорными катками, как у современных машин. Однако эта схема показалась ему ненадежной, и после нескольких опытных машин было принято решение вернуться к проверенной конструкции. Одновременно с этим, чтобы повысить надежность машин и уменьшить их поломки, дорабатывались и материалы. Но компания зашла на рынок бензиновых и дизельных машин слишком поздно и не смогла справиться с высокой конкуренцией, а паровые машины к тому времени уже были никому не нужны. В середине 30-х годов компания Lombard, как производитель крупной техники, прекратила свое существование. В 1982 году паровой лесовозный тягач Lombard был признан национальным историческим памятником инженерии США. Табличка, установленная в музее города Паттон, штат Мэн, гласит: «Этот паровой гусеничный тягач избавил лошадей от изнурительной и опасной работы в лесах Соединенных Штатов Америки и Канады». В настоящее время в рабочем состоянии сохранилось только 3 машины. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.